Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она не может вас забыть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Вы сейчас находитесь в состоянии, которое, знаете, хочется описать как предвкушение любви, нехватка любви. Вам безумно хочется каких-то, у кого-то страстей, да, это может проигрываться еще с нехваткой, у кого-то интима, у кого-то хочется душевного тепла. То есть вот вы изголодались, истосковались за состоянием, когда тебя любят и ты любишь, когда хочется любить и быть любимым, когда вместе вот рука об руку идешь по жизни с любимой женщиной. Вот этого вам очень сильно не хватает. У вас начался новый такой вот жизненный этап, причем вы в предвкушении именно новой любви. Потому что то, что было в прошлом, это осталась уже, ну, как бы перевернутая страница. Вы вот начали читать, да, вот начали читать уже новую страницу вашей книги. У кого-то может проигрываться, что вы будете, либо сейчас проходите, либо будете, может быть, поступать, проходить какие-то курсы повышения квалификации. Кто-то, может быть, на второе высшее будет поступать. То есть здесь связано еще, может быть, с обучением. Также еще может проигрываться, что вы довольно любопытный, любознательный человек, всесторонне развитый, который много чем интересуется. Вы, возможно, даже владеете ни одной специальностью, ни одно образование. У вас есть, да, кто-то, я еще раз повторюсь, кто-то из вас, возможно, хочет вот получить другое, еще какое-то образование, связанное с поступлением, вступлением куда-то в вузы, может быть, там в какие-то училища. То есть то, что ваша жизнь, она повернула уже больше в позитивную сторону, это однозначно. Вот вы сейчас стараетесь жить более легко, более свободно. Это может еще проигрываться в связи с тем, что вы остались один, потому что вот любимой женщины я рядом возле вас не вижу. И вы как-то стали больше себе внимания оказывать, да, вы стали больше уделять внимание тем вещам, которым раньше не уделяли. Вот я имею в виду даже какие-то мелкие хотелки, да, вы сейчас начали делать то, что вам раньше хотелось, но, возможно, ваша бывшая женщина вам этого не позволяла. Либо же деньги вы экономили, боялись на себя потратить лишнюю копейку, а вкладывались в отношения, да. То сейчас вот вы более так раскрепощенно, что ли, стали жить, вот в свое удовольствие в каком-то смысле. Хотя да, хотя нехватка женщины у вас есть, нехватка именно любви. Не то чтобы женщины, да, женщин полно вокруг, но именно вот любви, настоящей любви вам очень не хватает. Вы такой человек, который вот живет абсолютно чувствами и эмоциями. У вас нет жилки какой-то корыстности, да, у вас нет продуманности. Если вот бывают как среди мужчин, так и среди женщин, да, люди, которые вот четко идут к своей цели, да, они знакомятся в каких-то корыстных интересах, они связывают свои жизни, да, женятся, ну, именно в корыстных целях. У вас этого нет однозначно. Вы очень такой чувственный, очень ранимый человек. Несмотря на то, что вы, может быть, с виду вы, ну, такой жесткий, может быть, даже в чем-то такой внешне хладнокровный, да, я бы сказала. Но вы в душе, вот вы настолько вот, что добряк, что, ну, я бы назвала вас, знаете, вот человек, из которого легко можно видеть веревки при желании. Вот без обид абсолютно говорю. Обычно женщины пользуются такими мужчинами, пользуются такими моментами, потому что, ну, как мы помним, да, влюбленный волк уже не хищник. Влюбленный мужчина, но это все, это трэш, это можно видеть веревки. И об этом многие, особенно продуманные женщины, об этом прекрасно понимают и знают об этом. Так, еще что, давайте быстренько, коротко посмотрим. Однозначно, у вас конец вашего такого очень негативного этапа наступил. Причем, скорее всего,
вы это обрубили как-то вот сами, да, вы поставили точку, либо же вы ушли, да, ну то есть здесь кардинальные перемены 100% идут. Ваша жизнь сейчас протекает вот абсолютно не так, как это было раньше. Вот и в моральном плане, да, вот нет того выноса мозга, нет этой птички мозгоклюйки рядом. То есть, ну, в принципе, знаете, вот с одной стороны, вроде бы вы для себя и живете, но с другой стороны, вот именно нехватка женщины, она вас все равно вот мысленно, постоянно мысленно как бы направляет вас к тому, что вот все-таки нужно что-то делать, нужно как-то устраивать личную жизнь, да, вот, ну, хватит, немного там покайфовал сам, пора заняться обустройством своих уже отношений, потому что, ну, все равно вот вас тянет, вас именно тянет к таким вот семейным отношениям, к стабильным отношениям. Вы абсолютно не гуляка по натуре, вы человек вот именно стабильный, постоянный. Поэтому вот в этом плане у вас есть пунктик, вот пунктик нерешенный. Именно личная жизнь сейчас у вас страдает и хромает. Смотрим теперь, ребятушки, да, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая не может вас забыть. Что же это за дама такая? Женщина, с которой у вас были очень такие, ну, я бы назвала многочисленные, наверное, моменты, не очень приятные. Этой женщине вы давали деньги, с этой женщиной вы много ссорились, скандалили, да, она не раз делала вам больно, она пыталась занять вот именно в общении, в отношениях с вами, ну, такую вот главенствующую роль, она пыталась вас где-то в чем-то унизить, пыталась подавить вас. Она очень непростая. С ней вы были в браке, скорее всего. Ну, либо же это гражданский брак у некоторых может проигрываться. Из-за этой женщины, возможно, даже вы в рюмку чая заглядывали, но от безысходности, от того, что вам плохо, от того, чтобы хоть немножечко как-то расслабиться, забыться, да. Вот она абсолютный лидер. Она настолько вот, ну, загнобила, да, вот я просто другого слова не могу подобрать, именно загнобила своей какой-то вот именно такой волевой, я не знаю, волевой силой, да, вот таким волевым сильным характером. Она вас, ну так, к ногтю пыталась прижать. Другое дело, что у нее это не всегда получалось, это да. Но дама, которая очень сильно зависима от денег, очень сильно любящая деньги, это женщина, которая, ну, кровушки у вас попила, если так коротко. Да, ради этой женщины вы старались, ради этой женщины вы зарабатывали, возможно, даже не на одной работе. И эта женщина вам как раз и разбила сердце. Эта женщина, ну, я так подозреваю, и вы, я думаю, тоже поняли, что это, скорее всего, ваша бывшая дамочка. Итак, смотрим, как же она живет, да, посмотрим, почему же она не может вас забыть, что же происходит у нее в жизни, насколько она счастлива или нет. Ну, любительница, посмотрите, большая любительница денег. Вот для нее деньги стоят на первом плане. Для нее то, что по совести, то, что по любви, да, вот как-то это уже на второй план уходит. У нее деньги, выгода стоит на первом месте. Смотрите, у нее очень хорошо развита интуиция. Возможно, даже она обладает какими-то магическими способностями, которые она могла применять в своей жизни именно вот в достижении своих каких-то целей. Она очень такая, вот знаете, мечтательная особа. И, конечно, ей всегда хотелось жить круче, ей хотелось жить богаче, чем она живет. Еще у вас могли даже начаться с ней проблемы из-за того, что вот ей все мало, да, вот ей все не хватало, как-то, вот знаете, мультфильм про золотую антилопу, вот ей хочется
Если дом, то самый крутой, да, если квартиру, то самую крутую, вот ей все мало. Ей надо одеваться по последнему писку моды, ей нужно все самое дорогое, самое лучшее. Ей, возможно, мало подарков было. Да даже каких-то элементарных букетов цветов ей и то нужно было какие-то шикарные такие, да, вот чтобы выпендриться. Вот выпендрёж, именно как раз вот это слово очень хорошо ее описывает. Она постоянно стремится к чему-то лучшему. Вот даже если ей дашь что-то очень хорошее, качественное, да, вот даже вещь, какой-то подарок, ей все равно это будет не очень хорошее, ей нужно будет еще круче, еще богаче, да, вот подороже. Она великая манипуляторша, она и сейчас, вот она манипулирует, вот она... Вот в этом она абсолютный профессионал. Она людьми просто на раз-два управляет. Вами она, естественно, тоже управляла, причем так тонко, что, возможно, вы даже не замечали того, что она вами манипулирует. Именно посмотрите, вот манипуляции, связанные с деньгами, с какими-то вот такими материальными корыстными моментами. Чем больше человек может дать ей, да, вот, тем ближе она с ним будет. Это касается, возможно, и дружбы, да, вот каких-то связей. Вот она постоянно ищет выгоду, где выгоднее, где лучше. И, ребята, она абсолютно не изменилась. Она сейчас точно такая. Как была, такая и осталась. Единственное, вот я не вижу возле нее мужчин, от слова совсем. Если кто-то из вас, допустим, общается с бывшей, она, конечно, может сказок много рассказывать, что она там и мужчин меняет, либо же, что она долго и счастливо с кем-то живет. Ну, вы видите сами, как бы мужчин нет в раскладе, не выпало у нее, потому что... Ну, обычно таких людей мужчины сторонятся, вот таких женщин сторонятся и стараются держаться подальше от таких женщин, от корыстных, да, от тех, которые пытаются побольше денег сдаить. Но вы же сами мужчины, ну, в конце концов, вы сами прекрасно понимаете, да, вы чувствуете, всегда видно и чувствуется, когда женщина корыстная, и в конце концов ее всегда можно проверить, насколько она вот искренняя с вами, насколько она любящая или нет. Поэтому даже если вот кого-то она вешает лапшу, не верьте, вот у нее нехватка тепла, ей хочется семейного тепла, уюта, которого у нее сейчас нет. И смотрите, она не может вас забыть вот именно потому, что это тепло, этот уют, этот комфорт и достаток давали ей вы. Именно вы ей давали, поэтому она сейчас злится, она злится даже на саму себя, что она все разрушила своими руками. Она злится и на вас, что вы ничего не сделали, да, вы не попытались не наладить, не вернуть. Она хочет, чтобы вот вы наладили отношения, а вы как бы и не торопитесь, да, потому что они на помойке себя нашли. Любой нормальный мужчина, да, вы прекрасно об этом знаете, что даже любя женщину, можно уйти. Просто потому что уничтожено ваше мужское самолюбие, потому что вашу душу растоптали грязными сапогами. Я сейчас имею в виду измену, да? Потому что измена для любого нормального, адекватного мужчины, это, ну, просто удар ниже пояса. По-другому я не могу это назвать. Тем более, если это любимая женщина, тем более, если это та женщина, которую ты вот именно любил искренне, в которую ты вкладывался, временем, сердцем и душой, да, возможностями, финансами, все-все-все, 24/7 вы вкладывались. И когда плюют в душу, то здесь даже любя, вы ушли от этого человека, даже, ну, в какой-то степени еще любя ее. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Потому что так по щелчку в одночасье невозможно разлюбить человека. Ну, невозможно. Для этого нужно много разных факторов, нужно время, да, когда ты разочаровываешься, когда это все обиды, вот, унижения, оскорбления какие-то накапливаются, да, тогда ты как-то охладеваешь к человеку. В одночасье разлюбить, хотя есть, конечно, может быть, исключение из правил, когда просто вот именно изменой человека, ну, сражаешь наповал, да, когда ты не ожидаешь этого,
когда вроде бы в отношениях, казалось бы, да, вот я подчеркиваю, казалось бы, все более-менее нормально, а потом ты узнаешь, что твоя женщина давно и так плотно сидит на жезлах, ну, это, конечно, это трэш. Это реально есть такие случаи, которые, ну, просто в одночасье. Женщина просто как бы умирает, да, вот для мужа своего, что все, для меня она больше не существует, вот в таком плане. Хотя это больно, это обидно, и вы прекрасно об этом знаете. То есть, смотрите, она не может вас забыть, потому что она после вас не встретила человека, который мог бы дать тот комфорт, уют и ту любовь, которую вы дали. От слова совсем, вот я не вижу, да, и вы не видите, чтобы у нее были какие-то постоянные мужчины, да, причем вот у нас довольно часто из расклада в расклад почему-то начали выпадать у нее более молодые партнеры. Да, вот она по более молодым иногда так пытается скакать. Она думает, что молоденькие клюнут, молоденькие там будут на жезле вертеть. Ну, как бы молоденькие, да, они-то ее повертят на жезле, но на этом все и закончится. А как раз вот той любви, о которой она мечтает, она ее до сих пор так и не встретила. Что бы она вам ни плела, какие бы она вам сказки ни рассказывала, она абсолютно, ну, несчастливый она человек, несчастливый. У нее и по финансам проблемы, у нее и вообще личная жизнь, ну, это так, знаете, вот забиться в угол и плакать. Подружки, хохотушки. Вот у нее появится мужчина, может быть, даже связанный либо же с армией, там, с погонами как-то. И то у них не очень-то заладится. Вот они будут воевать, они будут скандалить, они будут ссориться. Но это будет история ненадолго, она и этого достанет. Она больше вот по жизни, она будет мечтать о мужчинах, о хорошем мужчине она будет мечтать. Потому что то, что ей попадается, это все ненадолго. Вот она останется у разбитого корыта и ни с чем. Это такое вот своего рода бумеранг она заработает после того уюта и комфорта, вот, который вы ей давали, да, который она не оценила. Вот она останется теперь все при бубновых интересах. Вот у нас даже на дне колоды, да, вот 2 карты, что как ей тяжело, нелегко, и грустно, и печально. Ну, такую участь она заслужила. Поэтому вот как-то так, ребята. Она в какой-то степени ностальгирует за тем временем, за теми отношениями вашими, за тем, что вы давали. Но уже, как говорится, разбитую чашку не склеишь. Да, в принципе, она и не изменилась. Даже если кто-то из вас и хочет склеить эту чашку, но абсолютно ничего не поменяется. Вы второй раз просто получите удар ниже пояса, если с ней сойдетесь. Вот так вот и будет в ваших отношениях. Если кто на это готов, пожалуйста, дерзайте. Но я думаю, вряд ли кто-то решится второй раз получить такой удар. Потому что второй раз вот это будет уже намного больнее. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!